Приветствую всех на моем канале, меня зовут Настя. Приближается Новый год, а это, как мы все знаем, год тигра. Это мой любимый год, потому что я сама родилась в год тигра. Поэтому я не могла не связать вот такие пинетки тигрята. Длина по подошве 10 сантиметров. Пряжа у меня Янард джинс. Крючком буду вязать 2 миллиметра. Начнем вязать с подошвы. У меня подошва, как обычно, двойная. А для вас сейчас вставлю кусочек видео, как связать одну подошву и такую же, как у меня, двойную. Подошва 10 сантиметров. Набираем цепочку из 16 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 15, 16. Петельку придерживайте и набираем еще 2 воздушные петли подъема. И в ту петельку, которую придерживали, провязываем 2 столбика с одним накидом или в третью от крючка петлю. Один, и в эту же петлю второй столбик с одним накидом. Далее вяжем по цепочке 14 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 13, 14. В крайнюю петлю провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Хвостик будем сразу ввязывать и вяжем по цепочке 14 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 12, 13, 14. И в последнюю петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, и в эту же петлю второй. Соединительный столбик за вторую воздушную петлю подъема. 1 воздушная петля подъема, второй ряд. Дальше вяжем 2 прибавки подряд. Из 2 столбиков без накида. Первый столбик, в эту же петлю второй. В следующую петлю тоже провязываем прибавку. Первый столбик, в эту же петлю второй. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 2 полустолбика с одним накидом. Первый, в следующую петлю второй. Дальше 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше 5 прибавлений подряд по мыску. 1, 2, 3, 4, 5,
5. Далее повторяем зеркально на этой стороне. 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 2 полустолбика. Первый полустолбик в следующую петлю, второй. Дальше 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И остается провязать 2 прибавки до конца ряда. Первая прибавка в следующую петлю, вторая. Соединительный столбик за воздушную петлю подъема. Третий ряд. 3 воздушные петли подъема. Вяжем 4 прибавки подряд. Одно прибавление из 2 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 14 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 13, 14. Далее вяжем 10 прибавок подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 столбиков с одним накидом. 1, 2, 13, 14. И остается провязать 4 прибавки. 1, 2, 3, 4. Подошва готова. Для тех, кто оставляет одну подошву, делаем таким образом. Рабочую нить вперед. Соединительную провязываем не за воздушную петлю, а за следующую. За вершину первого столбика третьего ряда. Вот так крючок вводим на себя. Вытягиваем петлю и провязываем. Разворачиваемся. И начиная с первой петли по краю провязываем соединительными столбиками. Должно получиться 64 соединительных столбика. За вот эти петельки мы будем провязывать дальше бортики. Двойная подошва. 2 детальки готовы. Соединяем их изнаночной стороной внутрь. Можно сразу пройтись соединительными столбиками по кругу,
но я предпочитаю еще зафиксировать центр. Вводим крючок в первое отверстие на одной подошве и в первое отверстие на второй подошве. Вытягиваем петельку и провязываем соединительными столбиками отверстие в отверстие. Довязали до конца, ниточку отрезаем, а кончик спрячем на изнаночной стороне. То же самое вот с этим хвостиком. И тут пара стежков закрепим. Теперь теми же соединительными столбиками пройдемся по краю. Мне больше нравится, когда косичку видно на подошве, поэтому я переворачиваю косичкой вниз. И где-то вот тут сбоку ввожу крючок в петлю на одной подошве, в петлю на другой. И провязываю эти же соединительные столбики, петля в петлю. Не забывайте, что на пяточке были воздушные петли подъема и соединительная петля. Вот ее мы пропускаем. Вяжем в следующую вершину столбика. И на обратной стороне тоже проверяем. Соединились. Вот наша косичка, воздушные петли подъема. Это соединительная. Вяжем в следующую. И так нам нужно провязать 64 соединительных столбика. Пока мы еще не связали две подошвы полностью, у нас оставался хвостик от начала ряда. На данном этапе очень удобно его спрятать. И закрепляем на изнаночной стороне. Продолжаем вязать соединительными столбиками. Провязала все петли, ниточку отрезаю. Ее можно спрятать, но я обычно так не делаю, я просто по ходу вязания потом ее вяжу и все. Подошва связана, вяжем бортики, как обычно. Начнем с пяточки, находим среднюю петельку, закрепляем нить воздушной петлей и сюда же провязываем первый столбик без накида. И вяжем по кругу, хвостик сразу ввязываем, вяжем по кругу 64 столбика без накида. Шестьдесят один, 62, 63, 64. Соединительная петля не за воздушную петлю подъема, а за следующую петельку. Соединились, воздушная петля подъема. Сюда же провязываем первый столбик без накида и продолжаем вязать по кругу 64 столбика без накида. И так нам нужно провязать всего 4 ряда бортиков. Один ряд мы уже связали, осталось провязать еще 3 ряда. 4 ряда бортиков провязано, вяжем 5 ряд. Соединительная петля не за воздушную, а за следующую петельку. Воздушная петля подъема и сюда же провязываем первый столбик без накида и вяжем 21 столбик без накида.
1 уже есть, 2, 3, 19, 20, 21. Далее нам нужно провязать 6 убавок на мыске. А между убавками будем провязывать по 2 столбика без накида. Вяжем первую убавку вот таким образом. Захватываем ближнюю к нам полупетлю одного столбика и сразу же ближнюю полупетлю второго столбика. И провязываем как обычный столбик без накида. Первая убавка провязана, дальше 2 столбика без накида. Вторая убавка. Далее 2 столбика без накида. Вяжем третью убавку. 2 столбика без накида. Четвертая убавка. 2 столбика без накида. Пятая убавка. 2 столбика без накида. И последняя, шестая убавка. Есть. И довязываем 21 столбик без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 19, 20, 21. И в пятом ряду соединительную петлю сделаем не как вот до этого делали, а за воздушную петлю подъема. Это чтобы наши петельки не потерялись потом. Ниточку отрезаем. И переходим на вязание мыска. Вяжем мысок. Нам нужно определить 6 средних петель на мыске. Вязать будем черной ниточкой. Если кто понял, это будто бы носик тигра. Захватываем. Закрепляем нить воздушной петлей. Сюда же провязываем столбик без накида. Ниточку подтягиваем и сразу будем ее вязывать. И вяжем 6 столбиков без накида. 1 уже есть. 2, 3, 4, 5, 6. Плюс 2 соединительных столбика. 1 в следующую петлю, второй. Разворачиваемся, второй ряд. Начиная со второй петли, провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Плюс 2 соединительных столбика. 1 и в следующую петлю второй. Разворачиваемся. Третий ряд. Начиная со второй петли, провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 соединительных столбика. Четвертый ряд, начиная со второй петли, вяжем 9 столбиков без накида.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Плюс 2 соединительных столбика. Разворачиваемся. Пятый ряд, начиная со второй петли, провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше в шестом ряду мы уже будем вязать ниточкой оранжевого цвета, поэтому сейчас 2 соединительных уже будем провязывать оранжевой ниточкой. Первый соединительный столбик и в следующую петлю второй. Разворачиваемся, черную ниточку сразу будем ввязывать. Шестой ряд, начиная со второй петли, провязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Эту ниточку отрежу. 10, 11 плюс 2 соединительных столбика. Первый и второй. Разворачиваемся. Седьмой ряд, начиная со второй петли, 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 плюс 2 соединительных столбика. Восьмой ряд, начиная со второй петли, провязываем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 плюс 2 соединительных столбика. Разворачиваемся. Девятый ряд. Начиная со второй петли, провязываем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 плюс 2 соединительных столбика.
Разворачиваемся. 10 ряд, петельки добавлять на мыске больше не будем, поэтому вяжем не со второй, а с третьей петли. И в этом ряду мы еще с вами добавим вот такие полосочки. Вяжем с третьей петли 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, а пятый столбик не довяжем. Вот так. И теперь довязываем черной ниточкой. Оранжевую ниточку сейчас будем вязывать, дальше продолжим ей же и вязать. Вяжем 4 столбика черной ниточкой. 1, 2, 3, а четвертый столбик снова не довязываем. 4 и довязываем уже оранжевой ниточкой. Черную оставляем. Черную пока не отрезаем, она нам еще пригодится. И довязываем 5 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Плюс 2 соединительных. Разворачиваемся. 11 ряд, начиная с третьей петли, вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И давайте вот эту черную ниточку сейчас провяжем, чтобы она у нас оказалась вот на этой стороне. Шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 плюс 2 соединительных столбика. Разворачиваемся, 12 ряд. Тут снова сделаем полосочку черную. Начиная с третьей петли вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, четвертый столбик не довязываем, а довязываем уже ниточкой черного цвета. Довязали. Дальше оранжевую будем провязывать, черной вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, а шестой столбик не довязываем. Довязываем оранжевой ниточкой. Черную можно отрезать. Сейчас, когда будем вязать обратно, ее вяжем. И довязываем до конца ряда 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Плюс 2 соединительных столбика. Разворачиваемся.
13 ряд. Начиная с третьей петли, провязываем 2 столбика без накида, но за дальнюю стенку. 1 и второй столбик тоже вот за дальнюю. Тут у нас будет манжет вот за эти петельки провязываться. Дальше вяжем 10 столбиков без накида за обе стенки петли. Не забываем вот про эту черную ниточку, ее сразу вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 2 оставшихся столбика вяжем за дальнюю полупетлю. 1 и в последнюю петлю полупетлю, второй. И провязываем не соединительный столбик, а столбик с одним накидом. И провязываем тоже вот за дальнюю стенку петли. Провязали. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. 14 ряд. Начиная с первой петли, провязываем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15. И тут тоже соединительную не вяжем, а вяжем столбик без накида, но уже с изнаночной стороны за ближнюю к нам полупетлю. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. 15 ряд. Начиная с первой петли вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 15, 16. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. 16 ряд. Начиная с первой петли вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 15, 16. Воздушная петля, разворачиваемся. 17 ряд. Начиная с первой петли 16 столбиков без накида. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. 18 ряд, начиная с первой петли 16 столбиков без накида. Никаких воздушных петель не делаем. Разворачиваемся. В 19 ряду будем убавлять петли в начале и в конце ряда. Начиная со второй петли провязываем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Одну петлю пропускаем и в последнюю провязываем 14 столбик без накида. Никаких воздушных петель. Разворачиваемся. 20 ряд. Снова убавление в начале и в конце ряда. Начиная со второй петли провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Следующую петлю пропускаем и в последнюю провязываем 12 столбик без накида. Никаких воздушных петель. Разворачиваемся, 21 ряд. Начиная со второй петли, вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующую петлю пропускаем, в последнюю провязываем 10 столбик без накида. Никаких воздушных петель. Разворачиваемся, 22 ряд. Снова убавление в начале и в конце. Начиная со второй петли, вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующую петлю пропускаем и в последнюю провязываем 8 столбик без накида. И сразу переходим на вязание ушка. Сейчас нам нужно спуститься вот сюда на ряд ниже, провязать соединительный столбик. Есть. Дальше воздушная петля подъема. Разворачиваемся. Вот он, наш соединительный столбик. А вот этот 8 столбик, последний, да, в 22 ряду мы провязали. Сейчас нам нужно провязать в соединительный столбик без накида. А в следующую петлю вяжем 1 полустолбик. Дальше сюда же вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И сюда же еще довяжем 1 полустолбик. В следующую петлю вяжем столбик без накида. И в следующую петлю соединяемся. Разворачиваемся, никаких воздушных петель не делаем. И начиная со второй петли сразу провязываем полустолбик. Есть. Дальше вяжем 5 прибавок подряд. Одна прибавка из 2 полустолбиков. 1 полустолбик, сюда же второй полустолбик, первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. И в последнюю петлю провязываем 1 полустолбик. И соединяемся соединительной петлей. Вот где-то тут между рядочков. Все, одно ушко готово, ниточку отрезаем, хвостик прячем. Вяжем второе ушко, отступаем от первого ушка 1, 2, 3. 3 петли отступаем, в четвертую, вот осталось 2 петли, да, у нас от предыдущего ряда. Вводим крючок и закрепляем нить воздушной петлей. И сюда же провязываем столбик без накида. Хвостик подтягиваем, будем сразу вязать. И вот тут в последнюю петлю провязываем 1 полустолбик. Дальше 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И сюда же довязываем еще 1 полустолбик.
Есть. Спускаемся на ряд ниже и провязываем 1 столбик без накида. И еще ниже спускаемся, провязываем соединительный столбик. Никаких воздушных петель, разворачиваемся и сразу вяжем полустолбик, начиная со второй петли. 1, дальше вяжем 5 прибавок подряд. Прибавка из 2 полустолбиков. Первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И в последнюю петлю провязываем 1 полустолбик. И соединительный столбик в следующую свободную петлю на язычке. Ниточку отрезаем, хвостик прячем. Оба ушка готовы. Вяжем бортики. Язычок спрячу. Вот смотрите, мы вязали язычок. Вот тут у нас одна полупетля. И на язычке вот еще 2. Сейчас мы вяжем вот с третьей, то есть у нас 3 полупетли оставалось. В первую закрепляем нить. Провязываем 3 воздушные петли. Это будет наш первый столбик. Вязать будем столбиками с одним накидом. Первый столбик есть. Дальше вяжем второй столбик с одним накидом за вторую полупетлю. Есть. И вот смотрите, если мы сейчас свяжем за вот третью полупетлю, то у нас получится большая дырка. Давайте я вам даже покажу. Вот она, третья полупетля. Видите, большая дырка получается. Нам этого не надо, поэтому мы сейчас свяжем еще один дополнительный столбик. А свяжем, вот как раз у нас тут есть соединительный был. Где-то вот так вот подберем ниточку. Вот, связали третий столбик. Теперь у нас дырочки не будет. И довязываем. Вот это, получается, уже будет четвертый столбик за третью полупетлю. Есть. А дальше уже вяжем за обе стенки петли. Дальше нам нужно связать еще плюс 12 столбиков с одним накидом до пятки. Здесь мы сделаем убавку. Итого 4 мы уже связали, плюс еще 12-16 столбиков нужно у нас. На одной стороне до пятки должно быть провязано. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Дальше провяжем убавку. Накид. Не довязываем первый столбик с одним накидом. Накид. Не довязываем второй столбик с одним накидом. И провязываем все 3 петли вместе. И вяжем еще 16 столбиков с одним накидом. 1, 2,
3, 11, 12. И осталось довязать вот тут по язычку 2 полупетли, здесь 3 и между ними еще один 4 столбик провяжем. 12. Дальше за первую полупетлю 13. Теперь между вот этими полупетлями и вот этой, вот где-то тут, ну смотрите, вот где-то посерединке подхватите, так, чтобы не было дырочки. Провязываем 14 столбик с одним накидом и довязываем за полупетли 15 и 16 столбик с одним накидом. Первый ряд манжета связан, дальше будем вязать рельефными столбиками. И дальше будет много хвостиков. Следующий второй ряд мы будем вязать ниточкой оранжевого цвета. Поэтому делаем 3 воздушные петли ниточкой, оранжевой ниточкой. 1, 2, 3. Разворачиваемся. Черную сразу отрезаю. Вот эти 3 воздушные петли, это как за первый столбик. Дальше будем вязать рельефными столбиками. Начинать будем с изнаночного. 1, следующий изнаночный, накид, огибаем ножку столбика предыдущего ряда вот так с обратной стороны. И дальше провязываем, как обычный столбик с одним накидом. Будем чередовать изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. Сейчас связали изнаночный, второй, дальше вяжем третий, лицевой. Огибаем ножку столбика предыдущего ряда вот так спереди. И довязываем, как обычный столбик, с одним накидом. 3, дальше изнаночный 4, далее лицевой рельефный столбик 5. И так продолжаем чередовать. Всего нам нужно связать 33 рельефных столбика. Вот этот первые 3 воздушные петли тоже считаются. И заканчиваем ряд изнаночным рельефным столбиком. Мы начинали с изнаночного и заканчиваем изнаночным. Это 32 и последний столбик с одним накидом, просто не вогнутый, просто обычный. Провяжем в 3-ю воздушную петлю подъема. Вот так. Вот это и будет наше отверстие для шнурков. Дальше снова меняем ниточку. Теперь вяжем черной. Вяжем 3 воздушные петли подъема черной ниточкой. Оранжевую отрезаю. Разворачиваемся. Вяжем 3-й ряд. Снова вяжем рельефными столбиками по рисунку. Что видим, то и вяжем. 3 воздушные петли. Это первый столбик. Дальше у нас лицевой. Дальше по рисунку изнаночный. Снова лицевой. И так чередуем до конца ряда. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Изнаночный. И заканчиваем ряд лицевым рельефным столбиком. И вяжем обычный столбик с одним накидом в 3-ю воздушную петлю подъема. Вот так. Дальше снова
черную ниточку отрезаю, а оранжевой ниточкой провязываю 3 воздушные петли подъема и вяжу опять 4-й ряд, то же самое. Первый столбик уже есть, дальше у нас изнаночный по рисунку, вяжу изнаночный рельефный столбик и продолжаем так вязать, как последние 2 ряда по рисунку рельефными столбиками. Я связала 5 рядов, то есть вот это 4-й и дальше еще 5-й. Ну вот сейчас подумала, что можно и 6-й ряд было связать. Ну, раз не связала, вы смотрите сами. Может, вам чуть повыше манжет захочется, можете и повыше тогда связать. Я довязала свои 5 рядов манжета. Можно, кстати, вот так не заморачиваться и связать обычными столбиками с одним накидом, не рельефными. Тогда и вот эти ужасные хвостики заправлять не придется. Как я заправляю вот эти хвостики? Я вот сейчас возьму, выведу вот эти хвостики оба, вот эти 2, да, которые рядышком. Выведу вот сюда вовнутрь. Ну, получается, он внутренний, да, вот тут столбик. Вывожу сюда. Здесь их завязываю. И кончики отрезаю. Этот узелок спрячется вовнутрь. Его совсем не видно. Ну и это быстро. Вот он прям тут внутри сидит. Итак, все кончики сейчас спрячу. На этом все. Пинетки тигрята готовы. Для шнурка набрала 150 воздушных петель. Ровных вам петелек. Всем добра!